Здравствуйте, друзья! Приветствую вас у себя на канале. И сегодня рассмотрим методику изготовления столярного соединения ласточкин хвост по Крису Бексфорду. Особенность его методики, в отличие от классической, состоит в том, что хвосты нарезаются в первую очередь, что имеет ряд преимуществ, которые мы смотрим ниже. Также покажу вам некоторые хитрости, разработанные мастером. Что ж, приступим! Сразу отобьем линии плечиков по периметру и сделаем паз для донца. С помощью этих вкладышей мы сможем совместить две заготовки вместе точно и напилить хвосты сразу на двух заготовках. Это ускорит процесс в 2 раза, да и облегчает его. Начнем с края. Отобьем где-то 4-5 мм. Затем отведем середину и еще раз поделим надвое. Перенесем центральные линии на лицевую часть заготовок и с помощью стамески обозначим основание гнезд для шипов. Здесь небольшое отступление. Нам нужно выбрать угол уклона хвостов. Я выберу 1 к 6, угол 1 к 7 к 8. Это будет больше подходить для работы с твердой древесиной. Прорисуем линии уклона на лицевой стороне. Причем здесь не так важно, чтобы все было идеально ровно или идеально одинаково. В этом состоит суть ручной нарезки, что есть какие-то небольшие отступления. И будем использовать карандаш. Опять же, из-за того, что точность здесь относительно нужна только. Не обращайте внимания на кресты, которые я там нарисовал, это я для себя пометил. Делаем пропил со стороны отходной части, как бы расщепляя карандашную линию надвое. Кстати, умение расщеплять линию надвое по Тею Фриду, известному мастеру, возможно, самое главное искусство, которое необходимо для нарезки качественных ласточкиных хвостов. Далее, чтобы упростить себе жизнь, мы вырежем большую часть остатка с помощью лобзика или электролобзика, почти под самый корень, оставив 2 мм, может быть. Далее, наклонив стамеску немножко вправо, по линии заплечиков до середины заготовки, начнем вырубать остаток. Немного зачистим гнезда. И снова вставив вкладыш в паз донца и точно совместив обе заготовки вместе, используя разметочный нож, в данном случае это более критично, перенесем разметку на торцевую часть шиповой заготовки. И снова сделаем пропилы со стороны запаса, расщепляя линии на 2 части. Главное следить, чтобы не углубиться в линию заплечиков ни спереди, ни сзади. Выберем остаток почти под самый корень. Единственная разница, что сначала кладется заготовка широкой стороной шипа кверху, а потом переворачивается, допиливается и градусов 10 таким образом поднимается. Далее операция повторяется. Врубаем до середины, переворачиваем, повторяем все.
Для того, чтобы определить, где у нас клинит, таким образом прорисуем карандашом гнезда для шипов. Видите, немножко перенеслось на этот зуб. Здесь немножко и тут. Может, там немножко еще. Слегка почистим. Попробуем снова. И теперь идеально. Можно было проклеить, в моем случае, по-простому, но такая методика удобна при сборке ящиков, перед тем, как весь ящик ставится в струбцину. Хотел предостеречь, что намазал много карандаша, и он потом вместе с клеем вылез немножко в швах в виде такой сероватой линии. То есть, если работаете со светлой древесиной, то или поменьше его мазать надо, или потом перед склейкой немножко удалить его. Также хотел показать вам некоторые фотографии, которые мне встречались. Такие интересные соединения ласточкиных хвост. Различные формы, геометрии, с разной формой зубцов. Даже полукруглые. Спасибо за ваше внимание. До свидания.